другое что-то. Ну, только чтоб петь умел человек, вот типа ты. Дорогие мои любимые, всем привет, с вами я, Карина, и это новый выпуск Silkway Star, пятый уже. Продолжим смотреть, настроение у меня отвратительное, я немножко злое, но тем не менее, может быть, музыка меня немножко разбавит в этом смысле. Ничего не успеваю, просто как бы мы уж с вами влились в эту историю, поэтому надо делать, да, как бы все, я не выпендриваюсь. Значит, что хочу сказать отдельно, дорогая Нура, спасибо тебе большое. У меня есть человек, который мне присылает, понимаете, вот переводит мне, значит, текст выпуска, потому что ребята не могут титры добавить, что, в общем-то, и несложно было бы, но ну, такая жизнь. Поэтому, Айнур, спасибо тебе большое. Благодаря тебе эти выпуски для меня, по крайней мере, более понятны. Я не думаю, что людям, конечно, нужно прям все полностью зачитывать, кто сказал, что в жюри. Но я в любом случае сама для себя их буду читать, чтобы в какой-то момент прокомментировать, может быть, да, в каком-то виде эту историю. Итак, значит, сегодняшний день у нас, значит, тема в пятом выпуске. Участники исполняют песни своей страны. Ну, наконец-то. Просто супер. Я, если честно, рада. Это значит, что все будет очень органично. Итак, значит, условия у нас все те же, да. Жюри ставит участникам от 0 до 12 баллов сразу после выступления, что, конечно, меня не очень устраивает. Значит, баллы накапливаются. Член жюри не голосует за представителя своей страны. Значит, в каждом этапе участник, набравший меньше числа, кидает проект. Так, у жюри из Китая и Казахстана есть право вето. Значит, в финале остается 7 участников, 2 от стран-организаторов и 5 от людей с максимальными баллами. И в гранд-финале 50 на 50 голосуют жюри и телезрители. То есть я понимаю, что это шоу смотрят на телеке. Единственное, что я не понимаю, почему его то смотрю только я в Ютубе. Ну ладно. Так, значит, поехали. Первый участник у нас участница из Узбекистана. О, Мадина, класс. Она открывает. Значит, она будет петь песню узбекскую Чипродалли. Равшан Намозов ее поет в оригинале. Как пишет мне Айнур, дорогая. Ну, это просто прекрасно. Человек максимально реально вот просто с аннотациями ко всем делам. Вот, давайте, значит, смотреть. Там, конечно, какая-то, наверное, история рассказывается. Блин. Ну, что поделать. В прошлом, кстати, выпуске ее номер был вообще очень классным, да, одним из лучших, мне кажется, самых запоминающихся выпуски. Вот, поэтому надеюсь, что в этот раз тоже будет не хуже. Ну, короче, в прошлом я прям тара та 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 я его даже запомнила. Тара та 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 Ну, ладно. Мадина настроение поднимет мне.
классный. Слушайте, отличный номер для открывашки. Какой красивый головной уборки, косички. Блин, может, мне один пойти тоже косы заплестись обратно? Я же бы тоже была заплетенная. Ой, ну там-то, наверное, свои. Ну, а у меня-то нет. Ну, в общем, конечно, отличная песня для открывашки. Очень красивая гармония, классная аранжировка. Мне понравилось, приятный номер, хороший. Конечно, он не такой яркий, вот получился реально как прошлый, это правда. Вот, но зато как гармонично человек себя чувствует в своей как бы культуре, да, вот насколько вот гармония помогает просто, знаете, как будто петь. Я не думаю, что это прям ее как бы основное направление у Мадины, да, то есть она, скорее всего, в таких разных жанрах себя, как бы в мировых, да, больше видит себя, да, то есть она такой более как бы лиричный герой, зато как бы наконец-то вот вторая уже, как говорится, такая активная песня. Ну, не знаю, мне она тоже понравилась. У нее вообще стабильно все хорошо. Понимаете, в чем прикол? Она одна из самых стабильных участниц. Во-первых, потому что она абсолютно разные настроения попробовала, и при этом все номера хорошие. Понимаете, все, ну, как бы не было каких-то прям, знаете, чтобы скучно было там где-то смотреть. Нет. Было все хорошо, хорошо, потом было вот это с армянский, да, вот с армянской песней. И вот этот номер тоже очень приятный. Мне кажется, очень классный. И мне тембры нравятся, я говорю, поэтому мне, конечно, Мадина очень импонирует. Так, значит, посмотрим, что там у нас. Значит, жюри наши, что они там говорят. Так, все понравилось жюри из Казахстана. На мой взгляд, вам нужно исполнять больше позитивных песен. Согласна. Ну, лирика у нее сильнее прям. Это правда. Так, значит, Малайзия тоже отзывается хорошо. Почувствовала культуру, да. Ты свободно чувствовала себя на сцене, танцевала. У тебя огромный талант. Я хочу видеть тебя в следующих турах и верю, что ты будешь мировая звезда. Вот так вот. И Мадина говорит, мне нравится каждое мое выступление. Я говорила об этом. То же самое. И сегодняшнее не исключение. Самое главное — уметь ценить себя. Так, она это говорит, видимо, после каких-то определенных слов. Так, давайте мы эту историю немножечко пролистнем. Погнали. Өткен аптада ешкіммен қоштаспадық, ал бүгін әп-сәтте барлығы өзгеруі мүмкін. Видите, нету русских субтитров. 12. Түркменстан. Сіздің берер бағаңыз? Так, 12. 10 ұпай. Опа, Рахмет. переводят. Ну, короче. Оңтүстік Корея. Оңтүстік Корея 8. Ну, я не... Это Таджикистан. вообще... Почему 8-то, господи? Чисто так, чтобы своих Тәжікстан спасти. 10 ұпай. Малайзия. Ну, это Сіздің капец. Ну, ұпайыңызды какие білуге 8, асықпыз. блин? Иә, 12 ұпай. Қырғызстан. Да своим она вообще должна 4-6 ставить, понимаете? Ну, как бы, но она не ставит, понятное дело. 10 ұпай. Рахмет. Армения. Ну, Ұнатқан он сияқты. помнит, как она Ал спела ұпай классно, саны да? бізде 12. 12. Так, Грузия. Блин, пролистала сильно. Извиняюсь. Грузия 10 ұпай. Қытай. 10 ұпай. Монголия. 8. Рахмет. Азербайджан. Опять 8. 12 ұпай. Объясните мне, откуда эти 8? Я вообще ничего не понимаю. Ладно, так, дальше у нас идет участник из Грузии, Автандил. Давайте я вам включу запись, чтобы у нас тут что-то происходило на фоне, пока я говорю. Так, это уже новое, извиняюсь. А где подготовка? Так, значит, Автандил у нас будет исполнять. Что же будет исполнять? Ну-ка. Грузинская песня «Квалилебис Кхевакан».
Квекана. Квавилебис Квекана. Вот такая песня. Я надеюсь, я правильно прочитала, но вот эти вот это я грузину, извините, я не умею это. В Грузии 4 разновидности буквы К, там есть К и что-то, короче, это сложный диалект, я так не умею. Но это должно быть красиво. Грузинские песни, это же, да? Вот этот Тбилис, да, вот там. Вот так это произносится. Опять лирику ему дали, блин. Вот перкуссия, видите? Класс. Если честно, я, конечно, извините, не знаю, может, такое ощущение, как будто он чуть голос подсорвал, что ли, как будто какая-то такая история была, как будто ему тяжеловато петь было, тяжелее, чем обычно, не знаю, с чем это может связано, ну, может, я, конечно, наговариваю, надумываю, вот. Но, вы знаете, единственное, в чем минус, может быть, единственное этого выступления, это в том, что опять лирика, понимаете? У него очень много лиричных композиций, потому что он лиричный герой, это, кстати, правильно, но нужно же пробовать разное, поэтому, может быть, конечно, из-за этого будут вопросы, потому что я-то в целом, так вот, как-то затянулась, как будто немножко это, не знаю, по ощущениям, но это именно про ощущения, то есть я не уверена, насколько это конкурсная песня и почему выбор пал именно на это музыкальное произведение. Вот в чем как бы. Есть же столько просто, понимаете, произведений, которые более как-то передают. Хотя, как бы нет, просто есть более яркие музыкальные произведения, мне кажется, у Грузии, потому что это очень мелодичный народ, у них очень красивые гармонии всегда. И у него такие данные интересные, как будто
Вот мне не понравился, наверное, единственное, что выбор произведения. То есть именно в рамках того, что это конкурс. Не то, что он его плохо спел, это нет, все хорошо. Просто опять лирика из его уст, а он и так лиричный. Вот. И песня такая вот. Ну, такая, конечно, более шансонная, что ли, да, то есть вот, не знаю, я надеюсь, там его сильно строго не осудят, короче, сейчас посмотрим, что пишет наше дорогое жюри. Так, Монголия. Как только услышала ваш голос, почувствовала романтику дождливого Тбилиси. Я увидела природу Грузии, высокие горы, бескрайние долины, чистый воздух. В Грузии нет непоющих людей. Есть! Если они не поют, то они вкусно готовят, да? Сцена для тебя не временное место выступления, сцена твоя жизнь. Великолепно. Автандил говорит, это было неожиданно, я заволновалась. FND поставила... А, это Автандил уже потом в конце говорит, да? Это было неожиданно, я заволновалась. FND поставил мне 12 баллов, я бы тоже поставила себе такую оценку. Я до этого никому не посвящала свои песни. Если меня смотрит сейчас моя будущая половинка, эту песню посвящаю тебе. Ой, как романтично. Ладно, давайте смотреть, что там с баллами у нас. Да? Так, 12. Туркменстан, он ұпай. Оңтүстік Хорошо. Корея, Что, 8 опять? оңтүстік Кореяның ұпай саны 8. Неге 8? Жап-жақсы айтып шықты ғой. Я, в общем, тоже не понимаю. У меня тоже негодование. Сигас. Тоже 8, да? Малайзия, Блин. 10. Рахмет. Қырғызстан, 10 ұпай. Өзбекстан, Что, 10? Өзбекстан, 10 ұпай. Армения, 8. Қытай, Понимаете, да? Армения 8. 12. Начали. Монголия, Какая она красавица, я не могу больше. 12 ұпай. Рахмет. Және Эфенди, Автандил өтініш менің жаныма келші. иди сюда. Мына батырманы бас. Бuna бас. Жоқ, мен баса алмаймын. You can. Әзір бас. Сам себе 12. Рахмет. Әзірбайжанның ұпай. Баршаңызға рахмет. Ане, 12 ұпай. Керемет. Дауыс беру аяқталды. Так, ну ладно, все понятно, хорошо. Ну, видите, Армения тоже 8 поставила, наконец-то, называется, да? Уже не выдержал, видимо. Так, ладно, комментировать это, конечно, не буду. Значит, дальше. Автандил у нас спел. Значит, Мишель, участница из Монголии, значит, наша, да, одна из хедлайнеров. Значит, она будет петь монгольскую песню «Алтан Богдиншил». Давайте послушаем. Слушайте, меня вообще, конечно, вот это национальное очень интересует. Я не поняла, конечно, Грузии вот выбор песни, если честно, правда. Блин, не знаю. Ну ладно, как есть, шуш. Но она-то хорошая песня. Запойная надо такое брать. Это с прошлого, да? Өткен шығарылым мен үшін өте қиын болды. Красиво получилась у нее аранжировка, кстати, мне очень понравилась. И живенько так. Она молодец, слушайте. О! Да, узнаем? Звездные войны, кто не фанат? Оның бас серіктесі Қазақстандағы ең ірі әмбебап банк Халық банкі. Спасибо. Вот, видите, больше культурного наследия сразу. Это будет сильный номер. Боже. Ну это же 2 струны всего. Как это возможно? Вот, видите, сразу культурный код. Добрый вечер. Это мы любим. Ну, я очень.
Слушайте, я знаете, что думаю? Единственное, но у меня не хватает знаний. Очень сложное произведение, действительно аутентичное. Она, ну, как бы, и инструменты, и костюмы, все национальное классное. Единственное, что у меня есть подозрение, за которое я, может быть, сейчас поплачусь, но мы давайте с вами это все-таки проверим, да, проведем небольшое расследование. В общем, мне кажется, что у нее школа современная, да, и она фермачка сама по себе, и у нее звукоизвлечение такое. И, конечно, когда ты всю жизнь посвящаешь именно, ну, условно, эстрадно-джазовому, соулу, академу, да, ну, в народное запрыгнуть вот так вот с ноги просто, потому что это твоя принадлежность, да, ну, этого не случится с тобой. Так, сейчас, секундочку. Позвонили мне по телефону, спросили, интересует ли меня искусственный интеллект, значит, который помогает работать в бизнес-процессах. Ну, в смысле, все и так, кому надо, могут пользоваться чатом GPT. Так, ладно, значит, на чем я остановилась? Я остановилась на том, что так вот просто с академа, знаете, не запрыгнуть в народное исполнение, ровно как и наоборот. Все народники не могут запрыгнуть в эстраду. Например, это была моя главная проблема, да, то есть я народница изначально была, меня дали в детский хор, и после вот этого прямого звука, вот эти открыты, вот это вот все, когда я пошла в эстраду, пиликала гармошка, играла аккордеон. Вот что со мной было. Это было очень тяжело. Переучиться, ну, практически невозможно. То есть вот из академа прыгнуть, но опять же тоже не оперное пение, именно академическое исполнение. Вот из него еще хоть как-то более-менее можно прыгнуть в другой жанр, но тоже не особо. Джаз, да, как бы он спокойнее в этом смысле, потому что ты не прыгнешь в академ, но ты прыгнешь в другие поп, например, да, истории. А из народного тоже, ну, в народный как бы тоже надо уметь. Короче, я к чему это веду? Мне просто кажется, что это звукоизвлечение, которое у нее было, оно не народного характера. Хотя вот эти вот все вот это все, это как бы да, оно так, это так и делается. Но я, если честно, мне не хватает грамматишки, то есть я не знаю, насколько это правильно. Но мне кажется, что ее звук был очень современным. То есть она фермачка, и она исполняла его так, как фермачи исполняют. Поэтому что я сейчас сделаю? Я прямо сейчас при вас либо, ну, как бы возьму свои слова обратно, либо убежусь, что я все-таки права, и ухо меня не подвело. Я хочу послушать вот эту песню, в Ютубе найти. Соответственно, у нас есть какая-то история с тем, что, возможно, меня, блин, по авторскому праву. Ладно, попробуем. Сейчас я просто включу на фоне, а вы попробуйте послушать. Тут, кстати, видео никакого нету. Мы сейчас с вами просто послушаем именно это же произведение в исполнении, видимо, в классическом исполнении. Даже не знаю, кого, боже. Даже описания нету. Ну, что-то говорят захватывающе. Давайте послушаем, как оригинал звучит, да? Потому что, ну, по остальным, как бы, культурам я, в принципе, более-менее наслушанный человек. Более-менее. Ну, в монгольской культуре я прям, знаете, совсем маловато, если честно. Слабовато очень. Это академическую версию мы сейчас с вами слушаем. Да, оно более народное, как и у нас. Такое же. Вот от этого дух захватывает, согласитесь? Нет?
Очень, кстати, классное музыкальное произведение в оригинале. Слушайте, а вот от него захватывает дух. Я не могла поймать никаких вообще мурашек, то есть я понимала, что произведение великолепное, оно очень сложное, вот эти ноты верхние, и, конечно, ну, тяжелое произведение. Но здесь, понимаете, как бы просто так сложились обстоятельства, сложились, никто не виноват. То есть она именно фермачка, у нее именно другое звукоизвлечение. Народное звукоизвлечение оказалось вот в монгольской традиции, да, оно примерно такое же, например, как в нашей, да, то есть что это? Это более открытые звуки, это более обрывистые концы, то есть раньше ж там никто не думал, например, не было никаких вот этих вот, да, терминов и прочей фигни. Вот пели, как вот говорили, да, вот как орали высоко, так и говорили, да, то есть вот как говорю, так и пою, да, вот сейчас даже в постановках многих считается самая удачная постановка для голоса, как говоришь, так и поешь, да, то есть если человек разговаривает одним голосом и поет совсем другим, скорее всего, он очень сильно свой инструмент, аппарат перенастраивает, это может сказаться там с возрастом на несмыкании и прочих вещах, да, то есть опора на дыхание должна быть, как говоришь, так и поешь. Вот, и особенно это характерно видно, конечно, в фольклоре, да, в народном исполнении, то есть вот эти открытые звуки, резкие, да, вот эти окончания, которые бросаются, открытый звук, ну, короче. А здесь у нее такой очень собранный голос, получилось, что Фермач пел, понимаете, фольклор. И при этом произведение обалденное, но меня вообще не промурашило, я не могла проникнуться почему-то именно из-за того, что ну, вот как-то я не представляла себе этих ни степей, понимаете, вот этого полета, да, вот эти вот воздух этот весь, который его не было в исполнении. То есть оно технически очень сложное, ноты она все выпевала, и, конечно, она крепкая вокалистка, просто это не ее рабочий жанр, да. И вот в случае, например, как с Автандилом, да, может быть, он не настолько народный, да, исполнитель, потому что у него особенный тембр, да, такой очень интересный, не классический для грузин, как я говорила, да, поэтому он выбрал такую песню, более популярную такую, типа, ну, типа шансон, но это не шансон, это просто популярная грузинская, да, песня, но не такая народная супер, да, когда там хор стоит, и он, например, солирует, да, и он в этом смысле выкрутился, хотя вот он, кстати, мог бы в народную уйти, мне бы вот было бы интересно послушать, но, конечно, это тоже было бы не супер традиционное грузинское исполнение, потому что человека данные природные, голосовые, они другие, да. В случае с ней, да, у нее вообще, она фермачка, она поет совсем другие вещи, училась на другие вещи, и эти штуки она как бы о них знает, но передать полностью глубину как бы вот этого фольклорной истории, ну, этому тоже просто, понимаете, надо учиться, ну, нельзя просто так встать и спеть народную песню просто потому, что это песня твоей страны и фольклор твоей страны, это так не работает. Сколько у нас примеров на нашей эстраде, особенно сейчас, я извиняюсь, какая пошлятина, как они перепевают и портят вообще, ну, это просто. Вот это матушка земля белая березонькая, конечно, извиняюсь, ну, просто, ну, пошлятина последняя. Это вот туда же, куда как бы вот и Золотое кольцо, то есть такой масс-маркет, поп, да, как бы такое типа поднародное. Но к народному, к фольклору иметь никакого отношения, абсолютно. Ни по наполнению, ни по смыслам, ни по звучанию. От того, что там стал про березки петь, ну, как бы я извиняюсь. Фу, ладно, это отдельная тема, от которой у меня просто горит, полыхает просто все. Значит, конечно, нет. Есть вот ансамбль Толок у нас, да, есть Звента Свинтана. Это ребята, которые вот восстанавливают фольклор, катаются по деревням, собирают фольклор, перекладывают на современное, ну, Звента Свинтана, да, Толока нет, она в оригинале обрабатывает, все на партии раскладывает. Очень красиво, классно получается. Но эти люди этим занимаются профессионально. И когда выходит уже дилетант по народному, ну, прикидывается, типа, он фольклорный такой весь, ну, как бы я извиняюсь просто, хочется сразу закрыть уши, да. Значит, это небольшая лирика. Соответственно, здесь исполнение совсем другое. Вы же, ну, я надеюсь, что вы слышите и понимаете, о чем я говорю. То есть совсем другое звукоизвлечение. И как бы она, это просто не ее жанр, вот в чем дело. Она всю жизнь работает и поет в другом, она сильна в другом. И из-за этого я не могла расслабиться. Оказалось, что, да, у нее, видите, она поет, у нее очень аккуратный, собранный звук. Она, ну, как бы, она его ограняет. И все. А в народном нет, там надо прям вот выдавать, как говорится, базу, чтобы просто из груди шло, понимаете? Там не обработанный, достаточно более грубый, открытый звук. И когда вот приходят люди с образованием, например, в народный, решают там какую-то народную песню спеть, из них надо просто клещами вытаскивать вот это открытый, вот этот, как бы, ну, не грязный этот звук, он ну, другой просто, вот этот необработанный вот такой, да, звук, понимаете? Вот, поэтому у нее это было очень слышно.
А вот это произведение, оно просто обалденное, оно такое сложное, и при этом еще дали, то есть они, конечно, хотели показать пласт культурный, да, но вот на меня это просто не сработало, потому что я поняла, что она не этой школы, вот и все. А так, конечно, по нотам, да, она все доставала, но тоже, видите, ей было тяжело, потому что другая постановка, она местами там чуть-чуть терялась. Хотя я думаю, что для жюри это выглядело впечатляюще, потому что очень аутентичное выступление получилось, да. Первое выступление, оно было такое более современное, да, здесь как бы true, как бы аутентик, фольклор просто пошел, да. Может быть, высокие баллы поставят, но меня, ну, я поняла, я раскусила. Просто, видите, я не знала, какая в Монголии традиция, что там может быть. То есть вот эти вот вот это все я понимаю, это да. Но именно по звукоизвлечению я как-то не могла констатировать этот факт. Но в итоге теперь я убедилась, что я все-таки была права. Но это по-другому совсем. Ну, здесь академ чуть-чуть, да, как бы и то. Слышите, какой звук? Ладно, сейчас демонстрировать не буду, у меня там звонок. Значит, короче, вы поняли, да, надеюсь, что я имела в виду. Поэтому, ладно, давайте теперь будем почитаем, что там у нас жюри говорят, что они скажут по этому поводу. Великолепно. Для исполнения, говорит это у нас Узбекистан, для исполнения монгольской песни необходима хорошая техника для того, чтобы из низких регистров подниматься на высокие регистры. Мишель прекрасно владеет этими техниками. С первых нот я представляла бескрайние монгольские степи. Думаю, все зрители почувствовали. Костюм чудесный, аплодисменты костюма. Это отдельное искусство. Браво, Мишель, за то, что показали культуру и историю Монголии. Не соглашусь. Было, я говорю, просто само произведение очень сильное, оно действительно конкурсное, оно очень аутентичное, но школа не та. Жюри Грузии. Я не из тех членов жюри, кто ставит всем высокие баллы, проявляет свои эмоции. На вашем выступлении не могу не высказать. Современные песни исполнялись легче, их можно быстро выучить. Вы смогли с помощью одного музыкального инструмента передать настроение сложной песни с глубоким смыслом, показали настоящий исполнитель комиссаров. Основной представитель своей культуры. Благодарю вас за ваше творчество. Так, и, значит, Мишель говорит, что монгольские традиционные народные песни исполняются в особенной манере. Это горловое протяжное пение, народные песни, это целая часть нашей культуры, наша особенность. Народное творчество сохраняется, передается из поколения в поколение. Я окончила Монгольский университет культуры и искусства по направлению народное пение, и сейчас исполняю схожие с этой песней. Получаю искреннюю поддержку зрителей. То есть она училась. Она на народном училась. Вайми, ну мне тогда позор. Слушайте, я вообще другого мнения была. Боже. Я это... Вы меня извините, я не понимаю. Сейчас. Слушайте, ну, ладно, как бы я сказала как бы свое впечатление, по факту, получается, я не разбираюсь, наверное, не знаю, потому что у человека, ну, образование соответствующее даже имеется. Монгольский университет культуры и искусства по направлению народное пение. Слушайте, я не знаю, почему это в меня вообще не это... Я слышала современный звук, который, ну, конечно, да, как-то там, конечно, ну, значит, тут я профан, что я могу сказать, наверное, так, потому что, ну,
У нее даже образование профильное. Я не понимаю. Помогите мне. Неужели я так накосячила? Блин, ну я не знаю. Ну, родные мои, ну я сама в себе уже засомневалась теперь. По мне это звучит современно и очень аккуратничает она, понимаете? Поэтому не знаю, как это слышится. У нее как будто собранная, такая не открытая, прям как... Ну, по крайней мере, то, что я услышала в оригинале, было по-другому. Слушайте, я не знаю, вы меня извините, если что, пожалуйста, правда, да, как бы, ну, не мой культурный код, в смысле, что я ничего не знаю о монгольском фольклоре, я сразу призналась, но, блин, ну, я не знаю. Короче, я не знаю, как это комментировать. В общем, в любом случае, мнение свое сказала. Я считаю, что это два разных исполнения. То, что вот мы слышали с вами в оригинальной версии, что здесь. Я слышу здесь другое звукоизвлечение. Оно просто другое. Оно очень аккуратное, оно очень собранное, обработанное. Поэтому... Мне кажется, что культурного кода, так скажем, да, вот больше все-таки в оригинальном исполнении, чем здесь. И там я его почему-то услышала, а здесь я услышала, ну, как бы современную, поющую отлично девушку со сложным музыкальным фольклорным произведением. Ну, я не думала, что у нее есть образование просто. И вот у меня из-за этого, если честно, сейчас просто посыпалась вся моя логика вообще. Ну, я ж не могу быть глухой, ну, до этого же как-то меня не подводила судьба моя. Ладно. Ну, значит, нет, слушайте, я не знаю. Ну, как я могу утверждать? Послушайте, ну, у меня же нет образования соответствующего, поэтому, видимо, наверное, так, да. По направлению народное пение. Ну, это вообще... Я ничего не понимаю. Ладно. Ну, ладно, давайте в любом случае перейдем к тому, что все-таки это сильное произведение, да, то есть оно очень яркое, и, конечно, за него поставят высший балл, и я думаю, там все сейчас поставят хорошо. Елінен келіп, Мишельге қолдауын білдірген Монголия елінің Ну халық вот человеку с артисі инструментом я Шульден верю. Патсайханға қошеметтеріңіз. Рахмет. Браво, браво. Сөзсіз ғажап орындау болды, меніңше. Айгүл ханым. Ассаламу алейкум, Казахстан. Так, ладно, это сейчас жюри, да, говорит. В общем, все там в восторге. Да нет, ну это хорошо, я за нее очень рада. У нее очень сильный выбор произведений, в отличие, например, от Грузии. Грузия могла больше аутентичности добавить в эту во всю историю реально, и было бы более сильное произведение. А так получилось просто как бы современное исполнение. Диди Мадлоба. Большое спасибо. Ой болса, дауыс беруді бастаймыз. Алғашқы болып Қазақстан. Ладно, может и хорошо, что я не в жюри, ни в каком не сижу. Ты наговорил бы такой хрени. 12-ден артық ұпай жоқ па деп сұрап жатыр Жанар ханым. Әттең жоқ. Қазақстан. Так, ладно, давайте 12. Тут есть скорость? Ага. Так, 12. 8. 10. А что она творит вообще? Откуда восьмерки эти все? Не понимаю, что за дела. 12. Ее там лично обидели или что-то про... Что это случилось вообще? 10. 12. 12. Конечно, 12 сейчас будет от Грузии, да. 10 все-таки. Ну, строгий тоже 12. 12. Ну, супер.
Не, ну, восьмерка от Кореи, конечно, извиняюсь, но тоже кажется это странным. Я, конечно, понимаю, что, может быть, у нее тоже какое-то впечатление сложилось неоднозначно, но это ж точно не на восьмерку. Самый низкий балл, который здесь мог быть, вообще-то 10. Что за движ Париж, я не понимаю. Ну, это вообще... Видите, она как бы, блин, в материале... О, тамга! Ладно, давайте, все. Извините, если что-то наговорила лишнего, правда, но... Я этого не услышала. Ну, я ж не вру, я же говорю, как есть, правда. Ну, правда, вот, ну... Для меня это не то просто было почему-то, вот. Может быть, потому что я в культуре в этой не разбираюсь, наверное, так. Вот. Итак, тамга. Мен бірге тамға. Так, поехали, тамга. Висим на волоске, ма. Я помню. Так, значит, кыргызская песня Куйдумчок. Ой, я надеюсь, все будет нормально. За тамгу сердце не на месте, блин. Потому что вечно там эти баллы, блин. Что они там в конце, она оказалась. Плачет уже, что она там плачет, сидит. Птичка не плачет, а всего лишь конкурс. Какая красивая. Не, ну костюмы это просто у девчонок вообще. Güydüm bir gana güydüm ay. Güydüm çok ay. Ha birdim güydüm desem tütün çok. 한절로 가나 되게나 Oşoğa kar jasa soğudu muzdaqbe Kayırma canayı kara göz oy Ağuycu kadırdı bilseni özümle Класс, блокфлейта, супер. Akterekte ganange Жүрөсүң сен ак жолук салып турдун Айласында жете албай ой Анын жүрөм адашкан тайландын Классная аранжировка, вот этот момент прикольный. Кыргызстан. Мен азыр барып сенин жаныңа Қазір Ладно, ну, в общем, я не думаю, что, если честно, у меня есть опасение, что это произведение ее не спасет.
Оно очень классно сделали аранжировку, вот эту современную. Но, понимаете, в ее случае вот нужно было что-то прям вау, понимаете, придумать, чтобы все просто обалдели. Ну, то есть должен был быть какой-то шок-эффект, вау-эффект. А это было хорошее музыкальное произведение, поющая тамга. Ну, она уже местами там волнуется, местами слышно, что как бы нерв накален, а это съедает очень много ресурса. Вот, поэтому чисто по схематозу, если вот поэтому смотреть конкурсному, то должен быть вау-эффект. Вот, типа как вот участница из Монголии вышла и спела просто что-то вау-вау вообще, да. Ну, тоже ж весь конкурс с такими песнями тяжеловато будет. Хотя, я говорю, проигрыш был это отличный. Блок-флейт вообще супер. Обожаю, такой темп задает. Но я не думаю, что это спасет ее по баллам. Вот что я думаю. Конечно, Тамга в своей истории вот с речитативом сильнее гораздо, понятное дело. Она сейчас пела тоже нормально. Ну, может быть, не так уверенно мелизмы, там как-то все посчитают, что там что-то как-то, но... Видите, уже такая ситуация, как будто вот безнадёги какой-то, если честно. Вот веет реально, как будто вот не возьму, типа, ей ничего нет. Не дадут, не спасут, блин, не дай бог вылетит. Конечно, Тамга просто такой артист, как бы, знаете, с именем уже все-таки, ну, как-то она хороший человек, понимаете. И, ну, ладно, хороший человек не профессия, понятное дело. Она поющий человек там, да. Может быть, надо было больше как-то сложнее поработать с произведением, что-то придумать такое, чтобы произвести просто вау-эффект, понимаете. А из-за того, что вау-эффекта нету, и до этого какие-то баллы низкие откуда-то посыпались, понимаете, получилось, что вот. Не знаю, не дай бог ее как бы, она на этот конкурс, на нее как-то повлияет, ну, в смысле, что она, конечно, наверное, может загрустит, блин, не дай бог, что будет не так. Ой, короче, я не думаю. В общем, песня была хорошая, выступление было приятное очень, но просто это не вау, который спасет ее от последних позиций, где она там в конце бедная. Так, ладно, жюри говорит, и я параллельно вместе с ним. Сейчас зарядку еще найду. Крокодил, блин, не ловится, не растет кокос. Понимаете, сегодня такой денек у меня. Так, ладно, значит, у нас... я хочу подойти к тебе поддержать. В прошлом выпуске ты попала в опасную зону, но ты сильная девушка. Тамга рано потеряла отца. Мама с 30 лет воспитывала детей одна с раннего детства. Ой, блин, как жесть. Тамге пришлось поддерживать маму и младших членов семьи. Благодарю твою маму, желаю удачи. Ой, очень жаль. Вот. Так, жюри Таджикистан. Я уважаю людей, которые чтят и помогают старшим. Самое ценное в этой жизни — это наши родители. Сегодня я видела тебя в другом свете. До этого ты выступала в стиле R&B, рэп. Ты открывала свой прекрасный голос. Сегодня ты показал свои вокальные данные. Ты сильная, крепко. Поцелуй от нас свою маму. Ой, это прекрасно, что они услышали вокальные данные наконец-то. Потому что мы-то о них все знали, если что. Про эти данные, про вокальные. Да они еще не слышали, как она может немножко Уитни Хьюстон там всем раздать. Понимаете, тоже. Сейчас, секунду. Ладно. Зарядку мою забрали. Пойду за своей. Так, а Тамга говорит, у каждого человека свой путь жизни, чтобы не происходило в жизни. Я верю в хорошее будущее. Наша судьба в наших руках. Умница. Правильно. Ой, блин, ну я надеюсь, что они расслышали ее вокал, и сейчас хотя бы оценки хорошие поставить. Хотя тоже это странно, но что значит мы расслышали твой вокал? Блин, человек уже 3 дня участвует в конкурсе, блин, 3 дня, говорю, 5 эфиров уже участвует в конкурсе. Ну, понятно же, поющий человек. Ну, в смысле, что я тут даже не диванному аналитику на кухне, понимаете? Понятно, что человек поющий. Ну, что значит показала свои там... Скрывала свой прекрасный голос. Ну, что значит скрывала голос? Ну, кто вот, что вы, глухие, что ли, я не понимаю. Скрывала голос. Ладно. Называется, когда надо что-то сказать, давайте скажем. Злое я сегодня. Так, что у нас там? Оценки уже пошли. Я все пропустила. Нет? Ага, вот оно пошло. Так, погнали. 12. Ой, не плачь, птичка, ну не надо, не расстраивайся. Нервы на пределе. Я говорю, эти конкурсы, блин, все вытрепают, все нервы, блин. 10. Бедная, она уже вообще.
10 поставила. Смотрите, с каким лицом. Я думала, сейчас 6 будет. Пока что первая высокая оценка от нее. В смысле, что первая десятка. Чудеса, да и только. 10. Он упай. Өзбекстан. Но это все равно может не спасти. Он. Армения. 10, да? 12 ұпай. 12. Ой, ну класс. Грузия. 10 поставят, да? 10 ұпай. Ей рано уходить, она не должна вылететь сейчас, Китай. 100%. Но она точно нет. Потом когда-нибудь, но не сейчас. Я не знаю. Қытай 10 ұпай. Есть же объективные понятия, ну правда. Монголия. А по какому телеку это крутят? В Казахстане, да, в Монголия Республике 10 Казахстан? ұпай. Казахстан? Және Әзербайжан. Я теперь начала учиться говорить вот на ваших этих штуках, которые 10 конкретные. ұпай. Дауыс беру аяқталды. То есть Республика Казахстан, Республика Кыргызстан. Да, не Киргизия или Казахстан просто, да. Так же не положено, я правильно понимаю? Ладно, давайте дальше. Китай. мүмкіндігім болса. Ну вот сейчас, конечно, будет очень интересно, если честно. Участник из Китая. Я сложно воспринимаю китайскую народную форму. Она для меня сложная. Но он будет петь китайскую песню Кайчи. Как-то так она читается. Если правильно, давайте посмотрим, что будет. Потому что очень интересно в его варианте. Это опять будет какой-то рок или все-таки он идет в фольклор. У него же все время упор на то, что он роковый парень, да? Блин, как он одевается классно. Посмотрите на его вот этот вот, да? Вот что это? Цветочки, блин, какая красота. Ну, он красавчик, конечно. Вот одевают как надо его. Или он сам одевается. Ну, вот у человека есть стиль какой-то, знаете. Ну, вот он, конечно, молодец. Мне он нравится все равно. Взрослый человек, знаете ли, мне внушает доверие всегда. екеніне сенімдімін. Ну, посмотрим, будет роковое или прям по хардкору. Вот, золотой пиджак. Ну, думаю, значит, это с аранжировкой. Рок. Может, на слух, чтоб лучше легло. Я люблю рок. Нужен гроул. 有风啊，有雨呀，有沙难，也守得呀云开呀见天光呀。有风啊，有雨呀，有沙难，也守得呀云开呀见天光，也见家光呀耶。 Опять дракона-то, да? На графике. Ну, рока дайте больше. До конца уже давайте докрутим эту историю. Ну, конечно, по моему мнению, вот насколько я любитель рока на самом деле, да,
то, конечно, я бы докрутила до гроула, до каких-то вот экстремальных техник вокальных, чтобы уж совсем там все поплыли, расклеились. Конечно, это было живо, это было круто, динамично. Ну, в общем-то, рок, как бы, он предполагает такие вещи, поэтому тут как бы кача вопрос вообще не стоит, оно всегда качает. Вот, потому что тяжелый инструмент, ну, как тяжелый, это роковый инструмент, еще не самый тяжеляк. Но я бы хотела гроула прям. Да, ну вот, ну я понимаю, что это, конечно, вокальный конкурс, в смысле, что, конечно, все бы там на телеке обалдели, наверное, да, как бы не очень формат, да, ну я понимаю, как это работает, но не хватило мне вот реально экспрессии роковой, да, вот. Ладно, давайте послушаем, что там говорит наша жюри, значит, из Армении. Значит, я испытываю непередаваемые чувства, у меня участился пульс, перехватило дыхание, я ждала от тебя такого мастерства. Ты правильно использовал силу своего голоса. После Мишель я думал, что меня теперь ничем не удивить, но ты опроверг это. Ты показал особенности культуры своего народа. Если даже ты поешь народную песню в современном стиле, должен быть звук народных инструментов. В этом ты тоже преуспел. Так, Корея. Ваш голос очень сильный. Сегодня зрители тоже почувствовали вашу энергию. Но с начала конкурса вы исполняете песни в стиле рок. Это хорошо, вам нравится этот жанр, но артист должен показывать себя с разных сторон. О, согласна. Это обрадовало бы зрителей, ваших поклонников. Это касается не только вас, но и остальных участников, несмотря на то, что песни разные, они исполняются все время в одной манере. Отличное замечание, это правда. Тут как бы добавить нечего. Сейчас мы дошли до середины конкурса. Если вы продолжите в том же духе, зритель может устать от однообразия. Поэтому я хочу, чтобы все участники в следующих этапах сделали самый смелый шаг и показали себя с другой стороны. Сегодня мы слышим народные песни, имеющие особое значение содержания, но это конкурс. Я буду оценивать не содержание песни, а постановку, исполнительское мастерство. Она, кстати, права. Вот в чем прикол, она-то права. Нужны же универсалы, понимаете, и там, и сям, и тут. Шоу должно быть. Так, и участник из Китая нас говорит, эта песня показывает сильный дух китайского народа, его храбрость, поэтому она исполняется сильным голосом, мощно. На самом деле у меня в репертуаре есть много красивых лирических песен, но сегодня я выбрал песню, близкую мне по стилю. Ну, как бы да. Ну, вот и посмотрим, какие оценки поставят за вот эту вот историю, да. Так, вот она вещает. Она, вы знаете, конструктивна. Она очень, конечно, жестока. Ничего не могу сказать. Но как бы корейский шоу-биз, вот Южной Кореи, это, ну, полная жесть. Поэтому она как бы в рамках своей специальности, ну, понимаете. Но там Гена при этом поставила 10, понимаете? Вообще она мне нравится. Слушайте, я думала как-то это в начале. Ну, конечно, вот если вот убрать все условия, да, и оставить только ее одну, и как бы как она судит, ее мнение, понимание, откуда она, как она работает, с кем и с какими масштабами, возможно, конечно, это все оправдано просто. В общем-то, комментарий хороший. Я согласна с ней, конечно, полностью в этом смысле. Вот, не потому, что мы хотим сделать хуже исполнителю, участнику, да, а потому что это шоу, конкурс, нужно и так, и сяк, и наперекосяк, понимаете. Она молодец. Ничего не могу сказать. Ну, реально, так и есть. Опять рок. Я-то тоже думала, что будет сейчас народная. Нифига. Что там, 12 было? Сөйлесін. Қазақстан. Но не купай. 12 ұпай. Он е купай. Я уж понимаю. Ары қарай кеттік, Түркменстан. 10 ұпай. Оңтүстік Корея. 8, да? 8 ұпай. Тәжікстан. Ну почему тогда 8 Китаю, если он все время поет одно и то же, а другим участникам тоже 8, хотя они поют разное, да? Ну вот тоже вопрос. Я думала, сейчас 6 влепит, понимаете? Так. 10 ұпай. Блин, я отвечаю, Кыргызстан, я гляжу в ваши глаза, я не знаю, самые какие-то, блин, эти веселые, какие-то жизнерадостные люди. Вот взгляд просто вообще другой у людей. Я вообще не знаю, что у вас
Ну, как бы я просто больше с вами работаю, больше всего в вашу культуру погружена, и для себя вот это отмечаю. Я реально смотрю еще «Жанамен», я не знаю, смотрите вы или нет, и ты, мы Жакупова проект, и по похудению, как бы я что-то подсела на него конкретно, вот, и там есть участник из Кыргызстана, он вот реально самый жизнерадостный тоже человек, вообще молча, спокойно делает свое дело, понимаете, вот пустой треп, как говорится, не несет, супер позитивный взгляд, вообще радужный, и все такое. Простите, последнюю пропустила, 12, да? 10? 10. Ну, как бы тоже, не знаю, для того, что он в одном жанре работает, ну, короче, ладно, поехали дальше. Смотрим, что у нас там будет дальше. Репет. Так. О, Казахстан. Республика Казахстан. Так, значит, Алим у нас сегодня будет петь казахскую песню «Жайдарман». Вот интересно. Вот интересно, будет ли у нас здесь, может быть, какая-то фольклорная история, да, то есть участник из Китая нам фольклорной истории не показал, а здесь что мы имеем? Ну, еще посмотрим, давайте. Интересно очень, будет ли он как бы в народное в это погружаться. Нет. Понимаете, вот это же тоже современный стиль, то же самое. Нет аутентичности, которую, наверное, в конкурсе хотели показать. Ну да. Он такой, типа, YouTube реально, такой вот товарищ. Coldplay, такое вот. Да? Вот реально YouTube, ой, не YouTube, Coldplay. Это Coldplay. Ну, YouTube, Coldplay реально. Şarşaf alıstan gelgenimdi can görünmez gözümde özümdi bolay jaydarman şaşın kel can jaretem oğlum bir jaydarman şaşın kel can jaretem oğlum bir jaydarman şaşın kel can jaretem oğlum bir jaydarman şaşın kel can jaretem oğlum bir. Ну, Coldplay чистый. А, я люблю Coldplay, вообще обожаю. Ну, браво. Слушайте, я хочу сказать, что это было самое для меня лично его лучшее выступление на этом конкурсе. Именно вот в плане музыкального материала самая удачная какая-то история была. Во-первых, мелодия, которая запоминается. Ну, естественно, аранжировка Coldplay тоже меня подкупает. Но, к сожалению, это не имеет никакого отношения, кроме происхождения песни, к конкурсному дню, который заявлен в начале, да, то есть это абсолютно современная аранжировка, ну, короче, поэтому тоже вот вопрос, знаете ли, да, это вот как Китай вышла роковая обработка, то есть все участники по-разному подразумевают
исполнения, да, этого дня. Возможно, может быть, как-то условия были не как-то вот не до конца проговорены, да, о том, что бы жюри, конечно, хотелось увидеть. Кажется логичным, конечно, в сегодняшнем дне именно увидеть аутентичность, да, каждого народа, их фольклора. Ну вот, я уверена, что как бы есть. В Казахстане все это имеется, в Республике Казахстан это все имеется. Значит, поэтому при этом это вот для меня это было его лучшее реальное выступление. Он себя свободнее всего чувствовал, и аранжировка это классно. Я так люблю такие вот эти формы Coldplay, понимаете, они для меня такие стадионные песни, вообще очень классно. На огромное количество зрителей, с кучей воздуха, открытым потолком, да, что-то вот не в концертном зале, а вот в огромном каком-то стадионе. Вот такие произведения просто супер, очень классные вариации, если это вот первое, да, исполнение этой песни, я думаю, что это отличное для нее второе дыхание. Ну, вот я говорю, в рамках конкурса и конкурсного дня, конечно, вообще не то пальто. Вот так вот, я думаю, по этому поводу. Ну вот, и, конечно, ну красавчик, он сегодня расслабленный вообще, вот ему это идет, это его, прям, понимаете, вот это его стихия, но это вообще не конкурсный день. Так, что говорят? Жюри Азербайджан говорит. Все было прекрасно, сцена, ритм, песни, танцы, но мы видим тебя всегда в одном стиле, хочу видеть тебя с другой стороны, чтобы ты изменил свой стиль, образ и показал свои вокальные данные. Вот так вот, добрый вечер, что я говорила. Так, жюри Туркмении, я не согласна с мнением членов жюри, мне очень нравится твой образ, твой стиль, твой выход на сцену, дарит веселье, радость зрителям, они начинают танцевать, подпевать и поддерживать тебя, это радует меня, это мое личное мнение. Да, конечно, классно, просто, конкурсный день, блин, не тот же ж. Значит, Алим пишет, я сделал народную песню, говорит точнее, сделал народную песню по-своему в современном стиле. Это мой смелый шаг. Есть те, кто считает, что народные песни нужно исполнять только так, а не как больше. У меня свое видение, я готов к критике. Да блин, слушайте, конечно, нет. Никто не думает, что нужно как бы до конца просто сидеть на аутентичных инструментах и там. Нет, конечно, перерождение должно быть современное. Есть отдельные группы, которые этим занимаются. Напоминаю еще раз Вента Свентана, да, то есть они придают. Это смелый шаг, действительно, так и надо. Но это не в рамках конкурсного дня, когда у тебя до этого конкурсные дни тоже современные песни. То есть хочется же разнообразить и контент, и шоу сделать, да, и вот в рамках этого получается, что поэтому и претензия такая, типа, знаете. А так песня конкретная, вообще никаких вопросов. Я считаю, что это его лучшее выступление сейчас было. Именно по расслабленности, именно по звучанию, по мелодии. Самый лучший номер, мне он больше всего понравился. Так, что я тут пропустила трошечки, да? Давайте скорость поправим. Тут она, господи. Да, Казахстан же не от этого. Все, точно. 10. Что, 8? 10, нормально. Ну, тоже понравилось. 8. К вентилятору неинтересные 10 со стразами. Кыргызстан 12, красавчики, правильно. 10. 8. Ну, видите, да, ему хотелось большего. Тоже 8. 8. 10. Да поддержи ты уже. Конечно же, поддержите. Все, да. Ну, слушайте, это, говорю, конечно, так обидно всегда, реально. Самый классный номер, блин, у него, который был, на мой взгляд, и самый низкий балл за все время конкурса. Ну, потому что день заявлен был другой. Тут вопрос не в критике, понимаете? Корея. Блин, Южная Корея, друзья мои. Ну, девчонки, я надеюсь, они сейчас тут что-то... Значит, они будут исполнять песню. Где тут? Кэндис. Корейская песня. Ган стайл. Ган. Подождите, нет, может, это она прям? Ган Сулая. Ну, Ганган стайл, что ли? Наверное, что-то другое, я не знаю. Я не понимаю. Не она же, нет? бар екенін кең. Нет, что-то... Бұрын оны көбіне әйелдер орындайтын. Осы таңдауымыз арқылы біз Кореяда мұндай дәстүрлі халық әндері мен билердің бар екенін. Так, ладно, это бесполезно, я, правда, ничего не пойму. Вау, что-то будет красивое. Ну, тоже опять вот квартет, блин. Ну, конечно, они могут быть сильнее в 10 раз, потому что 4 голоса, а не 1. Ладно, давайте смотреть.
한없이 참 예뻐요 말하면 잔소리죠 세상에 왜 이래요 내게는 말이에요 솔직한 마음이에요 그때는 갖지 말아요 변할 생각 이만큼도 없으니 내 손 잡아요 강강술래 강강술래 В рамках кей-поп группы они выполняют вообще все реально. 한평생 그대만을 기다렸단 듯이 끌려나가 버리고 나는 낯을 굳이 날아가는 참새도 고개 끄덕이지 지나 차라를 걸어버리고 던다니 웃고 잊지 못하게 가져가 너의 것이 돼줄게 애써 숨기지 말고 염두에 두지 말고 애타게 해봤자 이상 감기 스쳐줄게 Ну вот, дорогие мои, в рамках продакшена и готовности продюсерской команды это самый сильный состав, самый проработанный концепт на конкурсе. Вот что не говори про их песни там и все остальное, они на самом деле самый сработанный как бы коллектив такой, который с закосом на международную арену, с закосом на свои концерты, стадионные выступления. Посмотрите, как девчонки двигаются, они так и сяк умеют, они умеют делать шоу, конечно. Ну, тут было, конечно, достаточно аутентичности, но очень современное звучание, потому что, конечно, они бы они бы только хуже себе бы сделали, если бы взяли супер какую-то народную историю, да, без аранжировок и современных обработок, понимаете? Поэтому это тоже был правильный продюсерский ход, вот. Но вот тоже, может, кому-то не понравится, что было мало аутентичности, но номер тоже был яркий, если честно, он мне очень понравился, мне кажется, это второй яркий номер по степени моего впечатления, вот после их вот соул исполнения в квартете, да, очень классный, и качает, и R&B, и вообще кей-поп в классическом понимании очень здорово. Я думаю, что они, конечно, пришли для того, чтобы все-таки получить эфирное время и собрать своих фанатов, потому что молодежь сейчас тащится по кей-попу, очень много коллективов, как бы, и, пожалуйста, тоже вот для Центральной Азии тоже, пожалуйста, вот материалы, чтобы фанатели. Классный состав. Ну, интересно, что поставят, конечно, блин, не знаю. Так, это песня с глубоким историческим смыслом, говорит жюри из Узбекистана. В прошлое времена армия, чтобы показать, что их численность намного больше, одевала женщин в белой одежды, и они кружились на вершинах гор. В нынешнее время эта песня исполняется на праздниках. Я благодарю участниц за то, что исполнили такую старую песню. Мы не должны забывать нашу историю. Вот так вот. Монголия. Вы должны были попробовать исполнить эту песню в жанре акапелла. Хорошо было бы разложить на 4 голоса. Это было бы замечательно. И жюри Армении говорит, прошу исполнение... исполнить песню так, разложив на голоса. То есть они сейчас будут петь в оригинале, как она, да, должна быть. Прошу прощения. Давайте послушаем. Прошу прощения, я просто найду сейчас, где они будут ее исполнять тогда, да? Вот, видимо, да? I guess it's true. Can't live without you. Don't ever go away.
чуть-чуть, да? Ну ладно. Ну, короче, да, не эту песню, Енді видимо, ұпай просто саны в квартете, да, исполнили. Ну что ж, ладно. білсек. Қазақстан. Слышите, да, как они спеты классно? 10 ұпай. То есть продюсерски реально... Түркменстан. Продюсерски реально самый крепкий проект. Вот в чем дело. Они, за ними, понимаете, работают профессионалы. За ними как бы стена 8. 8, да? Ой-ой-ой. 8. Не хватило, да, все-таки? Вау. Ну, короче, девчонки вылетят, походу, да? 6. Да. Ну, они на вылет, походу. Вот так вот. Опять же, дорогие мои, ну, наверное, может быть, это и к лучшему, но только потому, что, вот, например, лично мне, ну, я не могу понять, ну, как можно оценить в одном конкурсе единственный квартет, блин. Причем такой спетый, классный. Вы слышали, как они вообще соул классно поют? С мелизмами, со всеми делами. Все, что нужно, они делают. А остальные все солисты. И что теперь? Ну, что делать? Извините, скорость не поправила. Может, оно и к лучшему. Только вот из-за этого. Ну, а дальше как? Борьбу вести просто не очень понятно. Почему мне не поправил? Что мне со скоростью-то? Давай, это обычная скорость. Это же на обычной скорости. Так, ладно, едем дальше. О, Саро. Так. Значит, исполнять песню будет армянскую песню Тамам Ашхарш. Плюс какой-то Эшкулам. Какой-то, видимо, еще человек там будет на сцене помимо него, да, я так понимаю. Ну, или какой-то инструмент, да, скорее всего. Ладно, поехали. Ай, красиво сейчас будет. Ну все, это лучше. Супер, друзья мои. Да, может, поэтому Грузия не выбрала такое. Развели, да, немножко? Ну, это самое сильное выступление за сегодня, я думаю. Гармония
Yes, Gulam, Kes, Haman, Gulam. Можно было, конечно, в этом моменте вообще так. Потом уже на опоре. Ну ладно, это так. Я просто понимаю, что здесь форма очень похожа на Арию Христа чем-то. Значит, который I get to know my love, get to know my love. Из рок-оперы «Иисус звезда». Значит, но в целом вопрос не в этом. Это, конечно, да, это лучшее исполнение за сегодня, дорогие мои. Для меня точно, потому что Монголия, конечно, была очень хороша. Это действительно тоже было очень сильное выступление, одно из сильнейших, но вот лично я не распознала культурный код. Все какой-то не звучало, боже, какой кошмар. Короче, я не услышала, ну, простите, значит, я безграмотный человек. Ну, как бы, вот, ну, очевидно, что я не владею знаниями в этой культуре. Я 10-й раз реально извиняюсь. Если все нормально и все правильно, ну, как бы, значит, так мне и скажете. Ну, там же тоже люди в жюри не идиоты сидят. Понятное дело, раз они такие оценки поставили, значит, все это было. Как бы, это просто вот мое какое-то впечатление, причем очень странно, я сама от него в шоке. Если, ну, то есть я ж не прикидываюсь. Вот. Ну, значит, давайте тогда не будем на это просто обращать внимание. Как бы, вот это тоже был один из сильнейших номеров. Второй, получается, за сегодня, конечно, такой супер впечатляющий. Саро, конечно, должны дать. Ну, 12 должны дать, ну, может, пару десяток, это норм, ну, 2-3 максимум, да 2 даже. Так, ладно, что говорят наши жюри? Так, жюри Казахстан. Я ждала твоего выступления, ты делаешь шоу, я получаю удовольствие покрывать мурашками твое исполнение. Сколько модуляции от аккорда к аккорду, с тональности, с технической стороны, с артистической, ты артист мирового уровня, достоин стать победителем конкурса, насколько ты прекрасен снаружи, настолько красив твой голос, твой внутренний мир. Ну, гармония песни, я говорю, это вот музыкальный материал. Представляете, как вот он раскрывает артиста? Вот до этого помните его произведение, да, вот сейчас что было? Это же вообще кардинально разные вещи. Просто нужно под себя всегда вот такой вот материал подбирать, понимаете? Это решает вообще 50% дела. Он как бы до этого он не поющий был. Конечно, он был поющий, просто здесь это все просто заиграло вообще в пачке, отлично. Значит, жюри Малайзия. Ты профессиональный артист, несмотря на трудности в жизни, ты много работал, трудился, чтобы выжить. Уважаю тебя за то, что ты не сломался, добился успеха и стремишься к лучшему будущему. Жюри Кыргызстан. Ты настоящий мужчина, имя Саро означает вершины. Ты сегодня действительно на высоте. Ты мой фаворит в этом конкурсе, да, достоин 120 баллов. Класс. Так, Саро говорит, я очень довольна оценками, я долго шел к этому, чтобы доказать, что я достоин таких оценок. В следующих выпусках я покажу еще больше. Ага, видимо, все-таки хорошие оценки ему поставят, я надеюсь. Я надеюсь очень сильно, что поставят высший балл. Саро достоин, конечно. Такая песня, я умоляю. Он Екопай. Туркменстан. А когда будет первый 12 абсолютное? Он Екопай. Интересно. Корея. Ну, 10, да? Он Упай. Ну, она, конечно, не 5 земли. Таджикстан. Он Екопай. Малайзия. Он Екопай. Кыргызстан. Он Екопай. Өзбекстан. Он Екопай. Грузия. Но. Он Упай. Қытай. Он Екопай. Монголия. Он Екопай. Азербайджан. 12. Он Упай. 10. Дауыс беру осымен. Странно. Но она с Биджо дружит, понимаете? Может быть, поэтому, да. Ладно, непонятно, ничего, непонятно. Так, что у нас? Ага, все. Значит, Малайзия, Ясмин.
Песню она будет исполнять Саян Кинабалу. Так, давайте пролистаем, что, какие красоты. У-ля-ля, вайме. Silkways Да-да-да, ой, Аралық извините. музыка Берген Казцин компаниясы. Ладно, поехали. Tinggi tinggi gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama kamu. This is Malaysia. Tinggi tinggi gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama kamu. Biru biru ujung Kinabalu, tengok dari jauh hati saya rindu. Классная из бисера, да, такая вообще? Dekat di Kundasan, banyak sayur boleh pilih-pilih. Apa guna pergi luar negeri, naik Kinabalu, hati saya rindu. Sumanda-sumanda pun ramai menunggu, menari-nari lenggang semayau. Sekali melihat melepas kulitnya, saya jatuh cinta. Sayang, sayang, sayang Kinabalu. Ну, я говорю, южные страны, вот у них и песни такие, знаете, Sayang, sayang жить же не в морозах, не в холодах там каких-то, ох. Все они такие жизнерадостные все. tinggi-tinggi gunung Kinabalu. Девчонки на подтанцовке, конечно, совсем беда. Sama kamu, biru-biru ujung Kinabalu. Лучше бы она там одна стояла. Jauh hati saya rindu. Kinabalu dekat di Kundasan, banyak sayur boleh pilih-pilih. Apa guna pergi luar negeri, naik Kinabalu, hati saya rindu. Tanah Wagub pun ramai menunggu, menari-nari lenggang semayau. Oh, sekali melihat melepas kulitnya, saya jatuh cinta. Sayang, sayang, sayang Kinabalu. Kelamatan pesta bulan 5. Sayang, sayang Запахалась бедная. Kita-mu jalan tanpa ruli, hati saya rindu. Sayang, sayang, kita pergi tamu, jalan tanpa ruli, hati saya rindu. Ну, видите, классно, позитивно, я говорю, вот страны, это, знаете, тоже вот ямайские песни, да, вот кто в тепле, конечно, какая у них вот фольклорная история совсем другая, цените, да, момент. Так, уже что-то говорят, сегодня у Ясмин день рождения, давайте поздравим ее, говорит жюри из Малайзии, Вайми, с днем рождения, такая счастливая птичка. Обалдеть, представляете, день рождения еще и это. Класс. Thank you so much. Вау, вау. Thank you. Класс. Қандай керемет қолдау. Әрқашан жанынан табылатының үшін рахмет. Сенің махаббатың, сенің қамқорлығың сондай Я керемет. поняла, кстати, что сказали наконец-то. Бүгін мен 24 жасқа толдым. Анашым, Так, ладно, что там говорят нам? Им исполнилось 24 года, мама, спасибо тебе, я люблю тебя. Вау, 24 всего. Птичка, какие уже успехи в 24 года. Это же просто супер.
Жюри Китая тоже говорит, с днем рождения, поздравляет, просто супер. Все счастливы. И что мы именинницы сейчас поставим? Расскажите, пожалуйста, каких оценок нам ждать? 12. Так, хорошо. Туркменстан. Ты, конечно, понимаешь, именины не праздник? Он Ну, в упал. смысле, для конкурса, да? То есть не должно быть решающим. Оңтүстік Корея. Он упал. Тажикстан. Он екі упал. Кыргызстан. Ну, понимаете, Он конечно, екі упал. конечно, в честь дня рождения, ну, это не очень-то правильно, как бы, ну, и песня-то у нее позитивная достаточно получилась. Ну, не то чтобы вокальный пируэт, но я думаю, что ладно, тут будет нормальная оценка, в смысле, что никто 8 не влепит, по крайней мере. Happy birthday. Ну, мужчина-то армянский поздравит с днем рождения на 12. Он Надеюсь. упал. Ну, ладно. Грузия. Ну, в целом правильно, конечно, это не должно быть этим Он упал. решающим фактором, Китай. да? Он екі упал. Монголия. 24, я не могу вообще поверить. Я в это время Опа! землю ела, мне кажется, 24. Азербайджан. Он екі упал. Ура! Осмен дауыс беру Хорошие оценки. аяқталды. Так, все. А, еще Фахриддин у нас. Все, вижу, Фахриддина. Без- Так, ладно, давайте Фахриддина уже послушаем. И, как говорится, это уже все. Так, что-то там Фахриддина в конец поставили. Значит, что-то будет, какой-то легендарочка какая-то будет. Сейчас, я надеюсь. У Фахриддина он будет исполнять песню Савганди Ватандори. Простите, если неправильно что-то это. Но это некрасиво, как раз в конце. Либо перед прощанием. وطن بر جلال و بشانت قسم با پاکی رودی روانت قسم با کوه و با دشت و با دامان دور با مرغی بلند آشیانت قسم که جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم که جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به پایت کنم قسم قسم بنامت قسم ای وطن 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 بنامت قسم ای وطن Ой, извините. بهر برگ تاریخی زرین تو با نام و برانی زمانت قسم با خطان و بلخ و بدخشان تو با خوجند و هم سرفشانت قسم با پیرانی با علم و کاری حیات با فردای نسل جوانت قسم 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 بنامت قسم ای وطن 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 بنامت قسم ای وطن با گنج گوهر باری پاکیزه‌ات با جانت قسم با هر برگ سرخی گل لاله‌ات با آرمان خوش گفتگانت قسم که جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را به
поющий парень. Слушайте, будет очень жалко, если он вылезет, потому что он тоже в конце где-то там с тамгой. Очень поющий парень, реально. Такой тембр у него приятный, универсальный. Так, ладно, жюри Корея говорит у нас. Сегодня ты хорошо выступила, я испытала большую радость. Твой сильный голос, твое преимущество. Но это конкурс. При выборе репертуара нужно выбирать песни, показывающие не только вокальные данные, но и на ваши другие стороны. То, что вы артист. В будущих программах я хочу видеть другого Фахридина. Кыргызстан. Хотя мы не понимаем слов песни, я почувствовала вашу любовь к родине. Можно было взять одну октаву выше. Если бы вы закончили песню на высокой ноте, ваши баллы бы были еще выше. Ага. Жюри Армения. Знаешь, что мне нравится? Твой чапан. Можно мне сейчас примерить его? Ага. Так, и член жюри из Армении одел мой чапан. Теперь Саро должен мне чапан. Хорошо. Так, ладно, чё? Давайте быренько оценочки, да? Быренько оценочки. И будет сейчас самый страшный момент начнется. Момент для меня. Өздеріңді түрлі қырынан ашатын. Нағыз Извините. Так, тогда она говорит. Оценки. Думаю, что тут, конечно, что-то 10. Так, я пропустила первую оценку. 12. 10, да. 8, да, поставят. Блин, 6. Ну, капец. Ну, все. Ну, это ГГ. 12. Чуть подмогла. 10. Ну, походу, конечно, нам с ними, видимо, придется прощаться. Я так думаю, да? По баллам, судя по всему. Так, он там что там он примеряет. Все, примерил. 10. Ну, грузину мы 10 поставила за исполнение. Видите, как? 10. Не, ну, может, еще все нормально. Ладно, 12. Не, нормально. Там шестерку-то сбалансировали оценками. Ничего, подтянули. 10. Ну, все, ладно. В принципе, теперь вообще ничего не понятно, блин. Ладно, давайте уже смотреть, как говорится. Извиняюсь. Мы это посмотрим. Это мы посмотрим, это мне интересно. Азербайджан. Эфенди поет. Cleopatra was a queen like me, just like me, yeah, just like me. Straight again, or in between, yeah, in between. I love her, so hard to recover. Couldn't see the forest, but I choose, just like me, up into deep. There was no intervention. I was lost, falling in love with myself. Маленькая такая. Sounds like this. Cleopatra had Mark Antony. You know who I mean, at the Latin King. The one from Mongolia, long ago, after Caesar died years ago. Goddess, attention to where he left her. It was shame that she was her worst enemy, just like me, just like me. But now I'm back with
into me, into me. Красивая, танцующая, поющая малышка такая, да, и вот голос сильный, но она холодная. И, конечно, я не чувствовала никакой вот энергии, знаете, вот какого-то процесса обмена, потому что, ну, это какой она очень закрытая какой-то, как будто энергии не выдает. Такое ощущение у меня было. То есть так все хорошо, очень на Ариану Гранде, да, вот малыши такие вот, они поющие, девчонки вообще все. Все классно, все супер, просто не было какого-то вот обмена энергиями, как будто она отстранена от зрительного зала, такая сама в себе. Так, ладно. Песня, конечно, кочевая, конечно, для выступлений. Блин, Бүгінгі есеп бойынша үздік орындаушы. ой, тамга уже на ней лица нету. Саро. Саро Геворгян! Қошемет, достар! Құттықтаймыз. Прекрасно. 5 жарыс аптасы артта қалды. Жинақтық жүйеге сәйкес жалпы нәтижені білсек. Сонымен ұпайлар есептелді. Біздің көшбасшымыз Ой, блин, Алина. Әлем! Және Мишель. Әлем және Мишель жалпы есеп бойынша алда тұрған көшбасшылар тең ұпаймен. Құттықтаймыз сіздерді, бірақ бұл соңғы шешім емес. Барлық әлі алда. А что у них там, типа, тоже номинанты? Третий, в смысле, второе, Осы третье қорытынды место? бойынша ең төмен Ладно. ұпай иелерін білсек. Сонымен Важно, кого сейчас қауіпті это... аймақта Фахриддин Хакимов, Тамға, Вайми. және Кендис тобы. Ну, и Кенди, да. Ну, тамга точно нет, не сейчас, 100%. Она сейчас не должна. Ей рано еще. Өкінішке қарай, Silkway Star Ну, жобасы квартет же, да, я правильно понимаю? бүгін бір қатысушымен қоштасады. Кендис, да, по баллам получается. Және ол Кендис тобы. Silkway Star сахнасы өкінішке қарай өзі. Послушайте, ну, что тут сказать? Говорить нечего. Квартет и солисты, я извиняюсь. Береміз. Давайте тоже вот. Бүгін үнемі күлкі сыйлағандарыңызға алғысымызды смотрела? білдіреміз. Ну, там газ следующая, типа, стоит на вылет, блин, тоже. Таджикистан поющий, Китай 7-е. Монголия 1-е, Казахстан 2-е. А у них одинаковое количество баллов. Монголия, Казахстана. Ну, не очень понятно. Не знаю, для меня Монголия сильнее, конечно, сильная. Сильнее. Армения 3-й, Малайзия, Узбекистан, Джорджия, Чайна, Таджикистан. Армения 3-я. Ой. Короче, оно тут мешаться будет пока что достаточно такой бесполезный процесс, если честно. Ну, как бы мы понимаем, что в следующих выпусках, ну, там где надо что-то придумать такое просто, что вот вау-эффект, именно на это заточиться. Тогда спасение будет. Таджикистану тоже не знаю. Хотя там, вот, понимаете, Кыргызстан показал себя с разных сторон, да, она ж такая тамга, и в R&B, и в рэп, и в соул может, да, и спеть может.
А Таджикистан, он просто поющий парень, вот я говорю, лиричный принц такой, понимаете, и как бы вокал-то у него классный, материал ему нужен сильный. Ну да, короче, я понимаю, на самом деле все упирается в материал. Надо подбирать классный материал. Нет сомнений, что там Ганит не поющий, например, да, или Таджикистан не поющий. Таких же сомнений нету. Вопрос именно в подборе материала. Ну, китаец не самый тоже как бы так-то вокально сильный человек, у него школа своя, у него возраст, опыт, все понятно. Но ему подбирают вот такие яркие номера, да. Джорджия, ну, он это уже поющий парень прям совсем окончательно, он уже прям именно профи, ну, то есть это его основное направление, и у него еще очень интересный природный тембр, да, поэтому как бы вот, но он тоже все время лиричный герой. Ладно, все мне понятно, в целом это было ожидаемо. Для меня, конечно, Корея должна была вылететь первая. Не потому, что они плохие девчонки. Я говорю, у них пачка, все собрано у них отличный продакшн, все у них понятно. У них самый прописанный концепт, самый концептуально прописанный вот участник этого конкурса. Ну, их 4, блин. Ну, вот как можно было запихнуть квартет, чтобы потом вылететь на начальных этапах? Зачем это делали, непонятно. Ну, очевидно, понятно, чтобы рынки новые, да, типа вот у нас кей-поп группа Кэндис, они должны понравиться, и вот, пожалуйста, чтобы зрители Казахстана, Кыргызстана, там, другие, короче, смотрели, и вот, типа, им зашла кей-поп группа. Но тут же, как бы, кейс-то получился по пиару не очень, потому что девчонки вылетели сильно рано. И не успели, как бы, свои какие-то вау-песни показать, какие-то штуки сделать, да, ну, то есть, как бы, то есть, даже медийку, как бы, они не хапанут с этого, понимаете, и вылетели раньше времени. Короче, неудачный кейс у них вышел в этом смысле. Ну, ладно, все, ладно, дорогие мои, 1,5 часа, 2 часа уже будет, да? Соляви, как есть. Я красавица, конечно, в последней степени, но ничего, потерпите, как есть. Времена перемен. Я работаю как, не знаю кто, как папа Карло, да, поэтому тряска. Вот, все, целую крепко, ваша репка. Всем хорошего дня, надеюсь, вам выпуск понравился, пишите, что думаете.